Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным и грандиозным сооружениям древних цивилизаций. Пирамиды, стены, храмы, гробницы. Эти шедевры прошлого не просто каменные конструкции, а настоящие послания из глубины веков. Они заставляют нас задаваться вопросами, как люди тысячи лет назад, без современных технологий, создавали такие чудеса. Что они знали, чего не знаем мы? И почему их достижения до сих пор вызывают у нас трепет? Это будет не просто рассказ о фактах. Мы погрузимся в детали, разберем малоизвестные открытия и попробуем понять, что эти сооружения говорят о людях, которые их построили. Приготовьтесь к 30 минутам настоящего археологического детектива. Начнем с Великой пирамиды в Гизе, Египет. Это не просто куча камней, а одно из самых точных архитектурных сооружений в истории. Ее основание настолько ровное, что отклонение составляет всего пару сантиметров на 230 метров. Стороны пирамиды ориентированы по сторонам света с точностью до 0,05 градуса. Это не случайность. Это уровень, который даже сегодня требует сложных инструментов. А ведь пирамиду построили около 2600 года до нашей эры. Но что еще интереснее, пропорции пирамиды. Если разделить ее высоту на половину периметра основания, получится число, близкое к числу π. Случайность? Возможно. Но добавьте к этому, что пирамида отражает астрономические знания. Ее шахты указывают на ключевые звезды, такие как Сириус и звезды пояса Ориона. Это наводит на мысль, что египтяне не просто строили гробницу для фараона, а создавали нечто вроде космической карты. И вот загадка, как они это сделали. Официальная версия – рабочие канаты салазки. Но подумайте, блоки весом до 80 тонн поднимали на высоту 140 метров. Некоторые исследователи предполагают использование неизвестных технологий или даже утраченных знаний. Например, есть гипотеза о звуковом левитации. Якобы звуковые волны могли облегчать транспортировку камней. Звучит как фантастика, но в Гизе все кажется возможным. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Теперь перенесемся в Китай, к Великой Китайской стене. Мы привыкли думать о ней как о длинной каменной змее, но реальность сложнее. Недавние исследования показали, что ее общая длина более 21 тысячи километров, если учитывать все укрепления, ответвления и даже разрушенные участки. Это как если бы стена огибала Землю по экватору половину пути. Но самое удивительное – ее история. Стена не была построена за один раз. Это мозаика из укреплений, которые создавались с 3 века до нашей эры до 17 века. Каждый император добавлял что-то свое, и в итоге мы имеем не просто стену, а целый оборонительный комплекс с башнями, гарнизонами и даже системой сигнальных огней. А теперь малоизвестный факт. Новые участки стены находят до сих пор. С помощью спутников и дронов археологи обнаруживают заросшие или засыпанные фрагменты. Это говорит о том, что Китай был не просто государством, а супердержавой, способной мобилизовать миллионы людей на строительство. Но зачем? Защищаться от кочевников? Или это был символ мощи? Возможно, и то, и другое. Стена – это как древний интернет. Она связывала регионы, передавала информацию и показывала, кто здесь главный. Теперь отправимся в Турцию, к Гёбекли-Тепе, месту, которое перевернуло наши представления о неолите. Представьте, 12 тысяч лет назад, когда люди, как нам казалось, только учились сеять пшеницу, охотники-собиратели построили комплекс из массивных каменных столбов весом до 20 тонн. Эти столбы украшены резьбой – львы, змеи, человеческие фигуры. И это не просто грубые рисунки, а искусство высокого уровня. Почему это так важно? Потому что Гёбекли-Тепе опровергает старую теорию, что сложные общества появились только с земледелием. Здесь все наоборот. Возможно, именно строительство этого храма заставило людей осесть и начать возделывать землю. Это как если бы храм стал катализатором цивилизации. Но есть и загадки. Кто эти люди? Почему они засыпали комплекс с землей через несколько веков? Может, это был ритуал, чтобы спрятать священное место? Или они боялись, что их знания попадут в чужие руки? Гёбекли-Тепе – это как археологический триллер, где каждая находка рождает новые вопросы. Теперь спустимся под землю, на Мальту, в гипогей Хал-Софлиени. Это подземный храм, вырезанный в скале около 3600 года до нашей эры. Представьте, 3 уровня, лабиринты, залы, где могли хоронить до 7000 человек. Но что делает это место уникальным? Акустика.
Если вы произнесете слово в одном из залов, звук распространяется по всему комплексу, создавая эффект, будто говорит сам Бог. Археологи считают, что гипогей использовался для ритуалов, возможно, связанных с культом мертвых. Звуковые эффекты могли усиливать мистический опыт. Но вот интересный факт. В гипогее нашли статуэтки спящих женщин, что наводит на мысль о культе Великой Матери или даже о трансовых ритуалах. Может, жрецы использовали акустику, чтобы вводить людей в транс? И еще одна деталь. Гипогей был обнаружен случайно в 1902 году, когда рабочие копали фундамент. Это напоминает нам, сколько тайн еще скрыто под землей. Может, прямо сейчас под каким-нибудь городом спит еще один такой храм? Перенесемся в Ирландию, к Нью-Грейнджу. Это гробница, построенная около 3200 года до нашей эры, старше пирамид Гизы. Ее особенность – ориентация на зимнее солнцестояние. Каждое 21 декабря луч солнца проникает в узкий коридор и освещает центральную камеру. Это не просто красиво, это инженерный подвиг. Но что еще интересно, Нью-Грейндж не был одинок. Он часть комплекса Бруно-Бойн, где десятки гробниц и мегалитов. Это говорит о сложной культуре, где астрономия, ритуалы и архитектура были связаны. А еще в Нью-Грейндже нашли спиральные узоры, которые напоминают символы других культур, от Мальты до Месопотамии. Может, древние народы обменивались идеями? Или это просто универсальный язык символов? Теперь Англия, Старый Сарум. Это место долго считалось просто холмом с остатками крепости. Но в 2014 году с помощью лидара, лазерного сканирования, археологи обнаружили под землей огромный нормандский дворец, собор и целую сеть улиц. Это был настоящий мегаполис XI века. Старый Сарум показывает, как технологии меняют археологию. Без лидара мы бы никогда не узнали, что под невзрачным холмом скрыт город. Это заставляет задуматься, сколько еще таких потерянных городов ждут своего часа? И почему Старый Сарум был заброшен? Возможно, из-за нехватки воды или конфликтов. Но это место как машина времени, которая переносит нас в эпоху Вильгельма Завоевателя. Греция – святилище Посейдона в Самиконе. Недавние раскопки показали, что оно больше, чем думали, и имеет уникальную двухкамерную структуру. Это не просто храм, а целый комплекс с алтарями, статуями и, возможно, оракулом. Двухкамерная структура наводит на мысль о разделении ритуалов для элиты и для простых людей. Но что интересно, святилище было построено в сейсмически активной зоне. Греки знали об этом и все равно выбрали это место. Почему? Может, землетрясения считались проявлением Посейдона? Это еще одно доказательство, что древние не просто строили, а вкладывали в архитектуру глубокий смысл. Теперь Мезоамерика, Ольмекские головы. Эти гигантские каменные скульптуры весом до 50 тонн – загадка. Ольмеки, жившие около 1200 года до нашей эры, вырезали их из базальта без металлических инструментов. Как? Скорее всего, использовали каменные орудия и абразивы, но это требовало невероятной точности и терпения. Но главное, зачем? Головы, вероятно, изображали правителей или богов. Их черты, широкие носы, полные губы, отличаются от типичных изображений майя или ацтеков. Некоторые даже предполагают африканское влияние, хотя это спорная теория. Что точно известно, ольмеки были мастерами логистики. Камни транспортировали за десятки километров по рекам и болотам. Это как если бы сегодня кто-то решил перевезти 50-тонный валун без крана. Отправимся в Эквадор, в долину Упано. С помощью лидара здесь обнаружили сеть древних городов, датируемых V веком до нашей эры. Это не просто деревни, а сложные поселения с дорогами, каналами и платформами для домов. До этого считалось, что Амазония была дикой территорией с примитивными племенами. Но Упано доказывает обратное. Здесь жили десятки тысяч людей, которые умели управлять природой и строить города. Это открытие меняет наше представление о доиспанской Америке. Возможно, Амазония была таким же центром цивилизации, как Месопотамия или Инд. Но почему эти города исчезли? Климатические изменения? Войны? Мы пока не знаем. Но лидар продолжает раскрывать новые тайны. И, наконец, ступа Джетавана в Шри-Ланке. Построенная в III веке нашей эры, она была крупнейшей ступой в мире, 122 метра в высоту, как современный небоскреб. Это не просто храм, а центр буддизма, где жили тысячи монахов. Строительство требовало миллионов кирпичей и невероятной организации. Но что поражает – это масштаб. Джетавана символизировала мощь буддизма и государства.
Ее видно издалека, и это не случайно. Она должна была внушать благоговение. А еще ступа – это пример устойчивой архитектуры. Она пережила войны, землетрясения и до сих пор стоит. Это как если бы современный небоскреб строили с расчетом на 2000 лет. Итак, что объединяет все эти сооружения? Во-первых, они показывают, что древние цивилизации были гораздо более развитыми, чем мы привыкли думать. Они знали математику, астрономию, инженерию. Во-вторых, они строили не просто для утилитарных целей, а для того, чтобы оставить след в вечности. Пирамиды, стены, храмы – это их способ говорить с нами через тысячелетия. Но есть и третий момент, более философский. Эти сооружения заставляют нас задуматься о нашем месте в истории. Мы гордимся своими технологиями, но сможем ли мы создать что-то, что переживет нас на 5000 лет? И что наши потомки скажут о нас, глядя на наши города? Спасибо, что провели это время со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, какое сооружение вас впечатлило больше всего. Хотите больше таких видео? Дайте знать! До встречи в следующем путешествии по тайнам прошлого.